Мы находимся в самом новом отеле района Сахаль-Хашиш и всей Хургады в целом. Называется он Serenity Sky Arc. Мы уже были в отелях этой сети и очень их любим, а именно Serenity Аль-Махай и Serenity Альфа Бич. Вы можете посмотреть обзоры у нас на канале. Serenity Sky Arc открылся в июне 2025 года, то есть буквально несколько дней назад, и мы в числе первых 30 гостей. В интернете об отеле почти нет никакой информации, поэтому постараемся показать как можно больше, подробнее, все, что вам может быть интересно. Обо всех наших обзорах есть описание под видео с тайм-кодами. Можете сразу найти интересующую вас тему, если нет желания смотреть все подряд. А начнем мы с обзора холла регистрации и лобби-бара. По-моему, это самый просторный зал из всех, какие я видела в отелях Хургады, при том, что Sky Arc сам по себе отель небольшой. Уверена, что даже при 100% заселенности здесь хватит места всем гостям. Очень стильная современная мебель, кожаные крутящиеся кресла, панорамные окна в сторону залива Сахаль-Хашиш, много разного рода декора. Напитки в баре – это отдельная история, расскажу позже. Хочу выразить благодарность работникам стойки регистрации и, в частности, Омару, благодаря которому мы ощущали себя VIP-гостями. Думаю, что остальные отдыхающие в Sky Arc со мной согласятся. Во-первых, нас заселили с апгрейдом. Вместо самого бюджетного Superior дали Club Sea View. Во-вторых, раньше положенных 14:00. И в-третьих, в день выезда разрешили оставаться в номере до обеда. Можно подумать, что такой радушный прием только по причине малого количества гостей в данный момент. Но и в других отелях сети Serenity у нас были аналогичные ситуации и без каких-либо взяток. Это очень приятно, и в такие отели хочется возвращаться снова и снова. Кроме того, и это тоже касается всех Serenity, полностью отсутствует история с отбиранием браслетов и слежкой, как бы ты ни съел чего лишнего после сдачи номера. Раньше, еще лет 5-10 назад, почти все египетские резорты одевали гостям браслеты сразу по приезду и оставляли до выезда в аэропорт. Но в последнее время многие отели стали вводить ограничения и выдавать браслеты после 10-11 утра, а срезать в 12 дня. При этом стоимость отдыха в Египте выросла в разы. Идем смотреть комнату. Жилые корпуса 4- и 5-этажные с лифтами. Вместо привычных табличек с просьбами не беспокоить или навести порядок – электронные. При заселении комплимент от отеля – фруктовая корзина, сладости, канапе и мини-бар из газированных напитков, бутылки вина и баночного пива. Наш номер с большой кроватью и раскладным диваном. Смотрите, какой он шикарный. Мы живем в Египте, и такой диван я бы с радостью купила домой, но найти что-то подобное в магазинах Хургады по разумной цене невозможно. Поверьте, мы искали. Я имею в виду цельный матрас внутри, без стыков, перемычек и так далее. В общем, в такой комнате спокойно могут разместиться 4 человека, и всем обеспечен комфортный сон. Кстати, к вопросу о комфортном сне. Постельное белье, подушки и одеяло идеальные. Умный телевизор подключен к интернету. В частности, можно смотреть YouTube. Вот, например, наш канал с обзорами. Вид из номеров либо во внутренний двор отеля на бассейн и море, либо на соседний отель Пирамиса Бич. В комнате есть утюг с гладильной доской, напольные весы, тапочки, сейф, чайник и фен. На балконе сушилка для купальников. И, кстати, в душевой кабине есть еще одна сушилка.
Вся сантехника новая, естественно. В наборе косметики лосьон для тела, шампунь, кондиционер, гель для душа, мыло, зубные щетка и паста, мочалка, а также набор для бритья. В коридоре сработала пожарная сигнализация. Не знаю, была ли это проверка системы или сбой. Для любителей нырнуть в бассейн с террасы есть номера Swim Up. Территория отеля – это фактически большой бассейн между корпусами, разделенный на несколько зон, одна из которых будет подогреваться в зимний период. Зелени минимум, почти нет и не будет, для нее просто не осталось места. Лежаки, как у бассейнов, так и на пляже, пластиковые, а зонты тряпичные. К сожалению, такие не дают плотную тень. В каждом корпусе с двух сторон от бассейна есть туалеты и пункты выдачи полотенец. А вот карточек на полотенце нет, то есть свободная выдача по запросу. Еще один туалет с душевыми кабинами находится в пляжной зоне. Тренажерный зал с кондиционерами и панорамными окнами в сторону пляжа. В инфолисте написано Gym Sea View, но море далековато, его почти не видно. Волейбольная площадка имеется. Переходим к теме питания и напитков. Начнем с завтрака и сразу скажу, что еда во всех Serenity – это самая сильная сторона отелей этой сети. И здесь дело не во вкусах. Например, пакетированные йогурты и кефир, очень достойный выбор сыров и колбасной нарезки, красная рыба, бекон, орехи, сухофрукты – все это для египетского отеля большая редкость. А еще чернослив, физалис, инжир, консервированные персики и ананасы, мед и джемы баночные, цукаты, фисташки, фрукты, как в нарезке, так и целые. Даже утренняя выпечка особенная, например, есть круассаны с кремовой начинкой. Ну и, конечно, стандартные продукты типа бобов, фасоли, сосисок, омлета и всевозможных овощей. Обед пока что проходит только в ресторане около пляжа. Возможно, это временная мера, так как гостей минимум, но хотелось бы, чтобы ассортимент блюд здесь сохранился и в будущем, а не сменился на привычный для пляжных кафе фастфуд. Есть салаты, фрукты, выпечка, суп, что немаловажно, несколько видов горячих блюд, в том числе гриль, мясо и птица.
То есть практически все, что мы привыкли видеть в основном ресторане на обеде. Не всегда хочется в дневное время идти с пляжа на обед. Во-первых, это предполагает смену одежды с пляжной на соответствующую основному ресторану. Во-вторых, приходится оставлять на лежаках полотенца и какие-то вещи типа купальников, книг, кремов, игрушек для песка и так далее. Или, что еще проблематичнее, не оставлять это все, а нести с собой. Ну и вообще в самый солнцепек выходить из тени и преодолевать лишние расстояния ради супа и салата очень нежелательно. Так что нам понравилась возможность полноценного обеда рядом с морем. И, наконец, ужин. Покажу сначала основной ресторан. Каждый день во время ужина живая музыка. Либо только на веранде, либо и внутри здания, и на улице. Напитки приносят официанты. Повторюсь еще раз, сейчас отель почти пустой. Работников больше, чем гостей, и, конечно, любой ордер выполняется почти мгновенно. При заполненности отеля на 100%, возможно, ситуация будет менее радужная. В любом случае, в ресторане есть бар, где можно взять самому. Разнообразие блюд 10 баллов из 10. Вкус также 10 из 10. Всегда несколько вариантов мяса, что-то из морепродуктов, несколько вариантов птицы. И это действительно разные блюда, приготовленные разными способами и под разными соусами. Меня поймут те, кто в Египте уже отдыхали. Часто слышу от знакомых и вижу в отзывах на отеле, что все блюда на один вкус, с одинаковыми приправами. И буквально через неделю отдыха все приедается. Так вот, в Sky Art таких жалоб точно не будет. Я, как любитель азиатской кухни, была в восторге от куриной грудки в соусе карри. Отдельно хочу отметить, какие вкусные супы и на обед, и на ужин. На салатном столе и стандартные для Египта хумус, бабагануш, овощные нарезки, а также порционные с отварной или копченой красной рыбой, крабовыми палочками, тунцом и тому подобное. Как и во время завтрака, на ужине очень разнообразные сырные и колбасные нарезки. В общем, всем без исключения поварам респект, и в частности кондитерам. Думаю, что даже по фото видно, какой необычный ассортимент сладостей в Sky Arc. Глаза разбегаются. Помимо основного ресторана есть два а-ля карт по меню – итальянский и азиатский. Эти кадры как раз из азиатского. При этом все три ресторана находятся на одном этаже со сквозным проходом из одного в другой. В центре основной и по бокам от него а-ля карт. Это может быть очень удобно для семей с детьми. Поясню. Дети часто предпочитают попроще продукты, типа макарон с курицей, и не любят ждать подолгу, и им не важна красота подачи. В нашей семье таких проблем нет, но знаю по многочисленным примерам друзей, что в а-ля карт лишний раз они не пойдут именно из-за детей. Здесь же взрослые могут спокойно наслаждаться обслуживанием в а-ля карт, а дети возьмут на шведском столе, что хотят. А это вариант позднего ужина. Нам принесли его в номер. Овощная, колбасная и сырная нарезка, сливочное масло, мед, джем, булки и фрукты. Колбасы было больше, но дети съели ее до того, как я вернулась в номер. Сказали, вкусная. Не только питание, но и напитки в Sky Arc отличаются от большинства египетских отелей. Во-первых, и в лобби-баре, и в баре у бассейна, кроме автоматических, есть еще и рожковые кофемашины. Во-вторых, весь ряд алкогольных напитков, представленных в отеле, считается премиум качества, а именно водка ID, джин Батлерс, ром Кубана, текила Мальвада Голд, виски Олд Стак и бренди Динсмор, пиво баночное Стелла, вино не пакетированное, а в бутылках. Соответственно, и коктейли из такого алкоголя получаются очень даже вкусные. В лобби-баре особенно, там коктейльная карта с добавлением свежевыжатых соков.
На завтраке в ресторане апельсиновый фреш, а при заселении в холле угощают свежевыжатым соком манго. Еще одна важная тема – пляж и море. Не все работы в пляжной зоне завершены. Например, павильоны пока что пустые и душевые кабины не подключены. Лежаков и зонтов море. И, как я уже сказала ранее, лежаки пластиковые, а зонты тряпичные. Кому нужна плотная тень, можно лечь под мостом, покажу позже. Полотенца не нужно приносить с бассейнов, на пляже бичбои выдают. С береговой линией SkyArk повезло. Участок пляжа отель имеет достаточно протяженный, а вход в воду почти на любой вкус. Есть и отмель, и глубина, и рифы с рыбами. Мы обошлись без специальной обуви, у нас ее просто нет, так как обычно выбираем отели с песчаным входом. Но вам советую обувью запастись, спокойнее будет. Дно не идеальное. Вообще в районе Сахаль-Хашиш много новых интересных отелей. Например, на 1 месяц раньше, чем SkyArk, открылся Jazz Elite Asteria. Но вот море в отелях не везде равнозначное. Точнее сказать, в Jazz Elite Asteria его вообще нет, мелкота. Это хорошо видно на Google карте в режиме спутника. SkyArk в этом плане выигрывает, хотя территория и инфраструктура в Jazz поинтереснее будут, особенно для детей. Подводный мир не сказать, что очень богатый. В основном полосатая рыба-сержант и рыба-попугай. Но были замечены и несколько разновидностей рыб-бабочка, рыба-кузовок, рыба-игла, огромные морские ежи. Если узнаете на кадрах кого-то еще, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы не знатоки в этих делах.
Что еще нужно учитывать при выборе отеля – это его месторасположение. Бухта Сахаль-Хашиш находится в 30 минутах езды от аэропорта Хургады. Здесь единая набережная и общий променад для прогулок и поездок на электромобилях вдоль всего района. Пляжи разных отелей и жилых комплексов переходят один в другой и разгорожены чисто символически. Слева от Serenity Sky Arc отели Pyramisa Beach и The V Luxury, а справа жилой дом Андалусия, в котором есть несколько супермаркетов, прокат гольф-кар и банкоматы, работающие круглосуточно. Вечером прогуляемся до них. В самом отеле нет развлечений для детей. Мини-клуб обещают открыть в ближайшее время, но игровых зон с качелями и горками не планируется. Зато, пройдя вправо от пляжа 5 минут, найдете общедоступную детскую площадку. В светлое время суток здесь слишком жарко, а вечерами вполне комфортно. Хотела показать все побережье района Сахаль-Хашиш с моста, но на пирс пройти не смогли, он закрыт на ремонт.
Под пирсом есть кафе, и это то самое место, где можно укрыться в тени в самый солнцепек. А еще под мостом и рядом с ним получаются шикарные фотоснимки. Вот так выглядит условная граница участков пляжа жилого комплекса «Андалусия» и отеля «Сиренити». Просто два колышка с веревками. Вечерние шоу-программы проходят на веранде основного ресторана. Я обещала дойти до банкоматов в соседнем здании. Вот они. Здесь можно снять наличные с пластиковых карт или поменять валюту на египетские фунты. Променад после заката становится еще ярче. Вдоль берега десятки кафе и баров. Есть аптека, продуктовый супермаркет Best Way и главная достопримечательность района – цветные фонтаны. Нам отель очень понравился. А что думаете вы? Если остались вопросы, пишите в комментариях, обязательно отвечу.